Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Светлана Мишина, автор и ведущая программы «Танцы всегда». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что начать заниматься танцами можно в любом возрасте. Моя гостья пришла в танцы, будучи уже взрослой, а сейчас у нее свое сообщество «Проам Нота». Хочу представить вам Аня Печенова. Аня, здравствуй! Здравствуй, Света! Большое спасибо за приглашение и за предоставленную возможность рассказать о таком красивом виде спорта, как бальные танцы, на широкую аудиторию. В любом деле самое сложное – это начать, когда не знаешь, куда идти, что сделать, тем более, когда ты никогда в жизни не танцевал. Ань, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в танцы и вообще расскажи о своем танцевальном пути. Я впервые пришла в танцы в 36 лет, будучи в декрете с маленькой дочкой. И совершенно случайно в фитнес-клубе на группе по латине наш преподаватель был профессиональным танцором-бальником. И, соответственно, он, видимо, разглядел во мне какой-то потенциал и пригласил на индивидуальные занятия и затем на турнир. После этого так меня затянуло, что я танцевала в итоге 10 лет. И за этот долгий танцевальный путь я успела выиграть Кубок мира в Москве, стать финалисткой турнира в Вене, призером в Барселоне и Дубае, вице-чемпионом лондонского бала и финалистом Блэкпульского танцевального фестиваля. Потрясающая карьера. Я хочу сказать телезрителям, что танцевать можно как для себя, просто приходя в какой-то танцевальный клуб и занимаясь с профессиональным педагогом, а можно выходить на специальные турниры, организованные как раз для женщин, которые начали танцевать во взрослом возрасте. Ань, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея создать сообщество и сайт Проам Нота? Проам расшифровывается как professional amateur или профессионал-любитель и означает, что профессиональный танцор, для которого танцы – это основной вид деятельности, танцует с непрофессионалом ученицей, как правило, это девушки, да, для которой танцы не являются основной деятельностью и профессией. Когда я только начинала, это движение Проам в России только зарождалось, можно сказать. То есть оно очень молодое в масштабах вечности Вселенной. Ему всего примерно лет 17, наверное, в России. И в то время не было никакой информации, то есть мы буквально по крупицам собирали ее для себя. И в один прекрасный момент, да, я подумала, что нужно объединиться, нужно сплотить вокруг себя девушек наших прекрасных, танцующих. И начали мы с общего чата, где мы обсуждали свои проблемы, свои вопросы, танцевальные общие дела. И затем мы создали сайт proamnota.ru, на котором вы можете найти всю полезную информацию о Проам, о бальных танцах для взрослых, начиная от статей по психологии, по развитию тела, по правильному питанию, по тому, как создать идеальный образ на паркете. А есть там какой-то список клубов, где вообще можно заниматься? Там есть список залов для самостоятельных практик в Москве, пока только в Москве, хотя нас читают на всем русскоязычном пространстве России и СНГ. Если кому-то нужно, я всегда помогу найти ту школу танцев в вашем городе, которая вам поможет. Также на сайте есть единственный в своем роде график турниров Проам по всему миру. С помощью нашего сайта можно найти себе партнера по танцам, либо продать танцевальный костюм, например. То есть этот сайт охватывает практически все вопросы, которые могут заинтересовать новичка в танцах, либо человек, который пришел танцевать и не знает, куда во взрослом возрасте, да, и не знает, куда податься. Ань, а что, на твой взгляд, принесут танцы в жизнь женщины, которая никогда не танцевала и, например, вот, посмотрев нашу программу, решит прийти все-таки в танцевальный клуб и начать танцевать? Нужно принять за аксиому, что 100% танцы изменят качество вашей жизни к лучшему. Ни шопинг, ни путешествия, ни какие-то другие радости жизни не заменят тех ярких эмоций, которые вы получите в свете софитов, на сцене практически, да, потому что паркет – это, как ни крути, как сцена. Мы выходим туда, мы играем роль.
Возможно, кто-то из девушек хотел в детстве стать актрисой или балериной, или танцовщицей. И здесь, на паркете, вы можете рассказать десятки разных историй, прожить несколько разных жизней, показать зрителям тот образ, который вам ближе в настоящий момент. То есть на одном турнире вы можете быть дерзкой амазонкой, на другом – снежной королевой, на третьем – нежным цветком. То есть здесь только ограничение, может быть только полет вашей фантазии. Поэтому танцы – это не только физическая нагрузка, которая выстроит ваше тело, гармонично его разовьет. Танцы – это, безусловно, творческая реализация. Можно выбрать то направление в танцах, которое вам ближе по характеру, по темпераменту. Это могут быть зажигательные латиноамериканские танцы, либо элегантные европейские танцы, либо социальные танцы, аргентинское танго или карибский микс. Это сальса, бачата, меренга. То есть здесь на любой вкус совершенно точно вы найдете то, что будет вам ближе всего. Ты так вкусно и ярко рассказываешь о турнирах, потому что действительно турниры – это очень красивые такие мероприятия, это как такой праздник. То есть женщины, мы готовим какие-то красивые костюмы, платья, нам делают прическу, макияж, мы танцуем. Но все равно это не всем, может быть, подходит. Кто-то приходит просто заниматься танцами и танцует в зале. И тоже же, наверное, получает от этого удовольствие. Да, безусловно, цели в танцах у всех совершенно разные. И в зависимости от этих целей выстраивается тактика и стратегия, так сказать, вашего танцевального развития. Это во многом задача вашего партнера-тренера, который на берегу, так сказать, узнает о том, что вам нужно, да, что вам нужно от танцев. Многие девушки танцуют просто для себя, для поддержания физической формы, потому что танцы дают потрясающий заряд бодрости, энергии, тонуса. Они порой даже незаметно для самой участницы стройнят ее, укрепляют мышцы. И самое главное, они дают хорошее настроение, то есть дают энтузиазм для выполнения, может быть, каких-то других задач в вашей жизни. Как решиться сделать первый шаг? Если ты взрослый человек, у тебя есть какие-то свои рутины в жизни, какой-то образ жизни, чем ты занимаешься, и вдруг что-то совершенно новое. Вот как решиться, что бы ты посоветовала? Куда обратиться, может быть? Где вообще искать это все? Единственный совет начинающим – начните. Собственно, нужно решиться выйти из этой пресловутой зоны комфорта своей, да, и сделать первый шаг, попробовать, да, найти то, что понравится, потому что в танцах, как я уже говорила, очень много разных стилей. И я всегда рада помочь, то есть я на связи 24/7, можно писать мне в WhatsApp, Telegram, во все мессенджеры. Я могу подсказать, какая школа танцев вам подойдет в зависимости от вашего запроса, если интересуют групповые именно занятия. Либо если все-таки нацелены на серьезный танцевальный рост, скажем так, то, конечно, здесь лучше заниматься индивидуально. И я также помогаю в поиске партнера-профессионала. Подскажу, в каком зале, ближе к дому и так далее можно заниматься. То есть главное начать, попробовать, и дальше уже я уверена, что вы не сможете остановиться очень долго. А как ты совмещала вот работу, семью и танцы? То есть днем у тебя была работа, офис до вечера. То есть ты танцевала вечером или в выходные дни? Как ты вот выкраивала время для души и для хобби? У меня был полноценный рабочий день с 9 до 6, то есть практически часто без перерыва на обед. И после него я ехала на тренировку. То есть я тренировалась 5 раз в неделю по 1,5 часа. То есть вот после работы как раз у меня четко в 7 часов вечера была тренировка каждый рабочий день. В выходные я старалась уделять семье, но за исключением вот тех дней, когда турниры, но обычно я танцевала 1 турнир в месяц, иногда 2. Еще, может быть, расскажешь, что
есть турниры не только в России, но и за рубежом, и это прекрасная возможность куда-то выехать. Вот, например, в Минске я знаю, я ни разу не была, к сожалению, но я знаю, что там, по-моему, 3 очень красивых турнира. Да, сейчас Pro-Am очень стремительно развивается и во всем мире. Ну, сейчас, может быть, есть сложности с перемещением за границей, но и в России сейчас очень много появилось новых турниров в разных регионах, практически во всех крупных городах. Турнир в другом городе – это возможность не только потанцевать на новой площадке, но и посмотреть новый город, достопримечательности, погулять. Это всегда большой плюс к развитию. Дорогие женщины, все мы мечтаем об идеальной фигуре, хорошем настроении и позитиве. Но согласитесь со мной, как иногда сложно заставить себя заниматься физическими упражнениями или пойти в спортзал. Как часто мы откладываем на понедельник, на следующую неделю. Танцы – это спорт с удовольствием. Ань, расскажи, пожалуйста, вот есть какие-то противопоказания или, может быть, возрастные какие-то ограничения для танцев? Ну вот в глобальном смысле, наверное, нет. То есть, конечно, если у вас есть какие-то медицинские вопросы, то нужно с осторожностью просто бережно относиться, прислушиваться к себе. Но у нас есть очень яркие примеры наших красивых девушек, звездочек, которые пришли в танцы в зрелом возрасте. Например, у нас есть прекрасная Марина Кальченко из Омска, которой сейчас 63 года, и она пришла в танцы в 49 лет. Первый турнир свой станцевала в 50. И она танцует не только латину, но еще и American Smooth и шоу. И танцует очень успешно, занимает призовые места. Также хороший пример – наша прекрасная танцовщица из Санкт-Петербурга Ирина Грищенко, которой сейчас 56, и она станцевала уже 157 турниров в 32 странах мира, в 57 городах. Девушки разрешили называть свой возраст, поэтому я могу об этом говорить. Это я хотела сказать, очень приятно, что они разрешили назвать возраст, чтобы наши телезрители действительно поняли, что нет ограничений. Нет ничего невозможного. Также наша чудесная Леночка Нефёдова из Москвы, которая танцует латину, начала она 9 лет назад, и сейчас ей 62. Тоже очень успешная танцовщица. То есть в танцах, конечно, задача тренера дозировать нагрузку так, чтобы не нанести вам вреда. Если вы стремитесь на пьедестал, то, конечно, вам придется приложить усилия и заниматься помимо танцев еще развитием своего тела, то есть ходить на балетную хореографию у станка, ходить на растяжку, ходить в тренажерный зал. Ты не пугай сразу телезрителей, на пьедестал стремятся единицы. В основном все приходят именно получать удовольствие и танцевать. В случае, если девушка амбициозна, то, конечно, она делает все это с удовольствием и занимается дополнительно. Но если танцы только для удовольствия, для хорошего настроения, для тонуса, то достаточно будет просто танцевальных уроков, где вы сможете двигаться под красивую вашу любимую музыку, получать удовольствие. Можно даже сделать номер и подарить его мужу на день рождения. Да, у нас многие девушки выступают и на корпоративах у себя в компаниях на работе. То есть на работе. Да, и на юбилеях. Ань, ну я хочу сказать еще другой момент, что помимо того, что человеку доставляет удовольствие именно танцевание, еще немаловажный момент какой-то социализации и общения, который, конечно же, нужен всем нам. Люди приходят в танцы, знакомятся друг с другом. Люди все очень разные, все взрослые, состоявшиеся. Кто-то сделал успешный бизнес, у кого-то семья. И все они друг с другом общаются и получают какие-то новые связи и знакомства. Да, безусловно, у нас сообщество очень интересное. У нас танцуют и юристы, и экономисты, и финансисты, врачи и учителя. Отчаянные домохозяйки тоже есть, и многодетные мамы. И они все друг с другом общаются и находят даже точки соприкосновения по бизнесу и заводят новые деловые партнерства. То есть это такой дополнительный бонус к танцам. Как я уже говорила, кто-то танцует для себя в зале, тренируется, кто-то решает все-таки выйти на турниры. Аня, расскажи, вот в чем, по-твоему, секрет успеха именно уже на турнире?
Но здесь, как в любом деле, наверное, секрет в самодисциплине, в мотивированности, в системности. Здесь нужно прокачивать 100% и силу воли, и упорство. Все-таки это хоть и симбиоз спорта и искусства, но нагрузки спортивные. И чтобы быть на коне, чтобы быть конкурентоспособной на паркете, нужно много уделять этому времени. Соблазн сойти с дистанции будет всегда, потому что случаются и взлеты, и падения, случаются и неудачи, и нужно каждый раз находить в себе силы продолжать и стремиться дальше к своим целям, может быть, маленькими шагами, может быть, сравнивая себя не с другими, а с собой вчерашним, но, тем не менее, системно идти к своим целям, пока ты не добьешься их, либо пока эти цели не станут более гибкими, и ты их пересмотришь в какую-то другую сторону. На турнирах для женщин, для которых танец – это хобби, сделана очень удачная система, что, во-первых, разделение по возрастам, что, например, условно женщина в 50 лет, она не будет соревноваться с 20-летней девочкой, плюс разделение именно по уровню танцевания. Начинающие, они, которые там только пришли и танцуют первый год, они будут соревноваться друг с другом. Безусловно, на турнирах создаются комфортные условия для участниц, чтобы они соревновались с равными себе и по возрасту, и по уровню. Поэтому никакого напряжения быть не должно у тех, кто только начинает. Расскажи мне, Ань, а как ты видишь вообще развитие системы Pro-Am Professional Любитель в России? Сейчас очень радостно сознавать, что Pro-Am начал бурно развиваться. Появляются новые тренеры, партнеры, приходят топовые танцоры в Pro-Am. Танцевать Pro-Am стало престижно иметь Pro-Am ученицу. И также появляется все больше новых лиц на паркете, новые пары образуются, появляется больше доступных турниров. И я считаю, что это очень положительный момент, потому что все больше участников смогут позволить себе танцевать бальные танцы. И очень стремительно также развивается Pro-Am в регионах. Во всех крупных городах уже появляются турниры Pro-Am, и можно ездить по стране, путешествовать и узнавать, опять же, друг друга. Тех, с кем были знакомы только по чату, виртуально можно увидеться в турнире в другом городе. Я, кстати, заметила, что после ковида реально стало больше турниров, таких танцевальных. Люди стали меньше путешествовать. А положительные эмоции людям все равно нужны. Во всем мире, это не только в России, стало больше именно турниров создаваться новых для того, чтобы люди могли приходить, танцевать, радоваться жизни и быть счастливыми. Ань, обратись, пожалуйста, к нашим телезрителям. Может быть, ты их как-то мотивируешь. Хотя я думаю, что весь твой рассказ сегодня, он как-то заряжает и дает желание попробовать. Обязательно пробуйте новое, потому что это вам даст импульс к развитию, к вашей творческой реализации. Вы сможете себя показать не только как мама, жена или профессионал, но и как творческая личность, как фея или бабочка, порхающая легко над паркетом. И пусть вас обволакивает эта магия танца, а мы вас с удовольствием ждем в волшебном мире бальных танцев. В нашей передаче мы хотели бы разыграть подарок для телезрителей, встречу с тобой, как со специалистом именно в сфере Pro-Am. Если человек никогда не занимался танцами, не знает, куда пойти, не знает, с чего начать, может быть, ты расскажешь, покажешь, может быть, прийти в какой-то танцевальный клуб вместе, чтобы было просто не так страшно пойти в незнакомое место. Да, я с удовольствием приглашаю на чашечку кофе. У меня есть такая рубрика «Кофе с Pro-Am Nota», где мы можем обсудить, как начать танцевать, все вопросы интересующие. И я могу подарить входной билет на турнир по бальным танцам, чтобы мы вместе посмотрели, чтобы я все рассказала и показала, как все происходит, как устроен процесс изнутри. И это, может быть, поможет начать танцевать новой прекрасной девушке-танцовщице. Это было бы вообще замечательно. Дорогие друзья, если вы когда-то мечтали танцевать или прямо сейчас думаете о том, как начать, наша программа поможет вам в этом. На своем экране вы видите QR-код. Перейдите по ссылке на YouTube,
Оставьте комментарий или любое пожелание программе, и генератор случайных чисел выберет того счастливчика, который встретится с Аней, и она поможет вам попасть в прекрасный мир танца. А кроме того, Аня подарит вам билет на танцевальный турнир, где вы увидите, как это красиво. Удачи! Ну, а наша программа подошла к концу. С вами была я, Светлана Мишина, автор и ведущая передачи «Танцы всегда», и моя гостья, основатель танцевального ресурса «Праомнота» Анна Печенова. Светлана, большое спасибо за приглашение. Было очень приятно увидеться и пообщаться. Ну а мы увидимся с вами в следующих передачах. Dance.